Всем салют, друзья! Вы на канале Масс Симулятор, и это вторая серия по созданию самого мощного и прибыльного производства одежды в игре Farming Simulator. И в этой серии мы с вами начнем разбираться с овечками. Поскольку их здесь у меня накопилось уже достаточно много, мне нужно подумать, как их всех прокормить. Тут как раз таки я нашел контракт на сбор травы и переработки ее в силос недалеко от меня, то есть моего соседа. И часть этой травы как раз таки я смогу использовать для кормежки моих овечек. Тем более у меня тут уже их прибавление. Ну и чтобы, соответственно, мне увеличить производство одежды на моем заводе, мне нужно сделать больше будет овчарин. По этому контракту я взял арендованную технику, то есть никаких затрат здесь я в принципе не несу. Ну и мне будет интересно посмотреть, сколько в целом времени мне потребуется, чтобы убрать траву и скатать эти тюки в силос. Тем более тут, такое огромное большое поле, размер тут достаточно внушительный на самом деле. Вот, но техника топовая, то есть траву собирать на ней прям одно удовольствие. Вот, но, соответственно, конечно, без помощи своего рабочего я тут не справлюсь, потому что мне нужно будет сделать еще несколько дел параллельно. Ну и пока мой рабочий там трудится, я отправился в магазин, чтобы взять в аренду сеново-ворошилку, потому что в последнее время, я кормил своих овечек, соответственно, сеном. То есть, чтобы сделать сено, да, мне нужно его еще переворошить. Транспортировкой таких устройств мне, конечно, проще всего заниматься на пикапчике, да, пока трактор там занят. Ну и давайте с вами посмотрим, что в итоге из этого получится. Но я, в принципе, так и ожидал, да, что на чужом поле я не могу пользоваться техникой, которая не предназначена под это поле. Но ничего страшного, у меня в целом есть план Б, поэтому сейчас мы сделаем из нашей травы ровные кучки. Тут, конечно, не очень у меня сразу получается приноровиться к правильному управлению, но в целом вот кучки получаются ровные, то есть потом тюковщиком я смогу их собрать все достаточно удобно. Ну и по плану Б, соответственно, мне нужно приобрести еще одно поле с травой, которое есть на карте. Понятное дело, я это буду делать за кредитные средства, которые потом мне вернутся обязательно. Ну вот и приобретем мы здесь это поле, которое уже с спокойной душой сможем переворошить сеноворошилкой. Также для этого мне потребуется взять трактор в аренду, поэтому здесь будут небольшие дополнительные затраты, да, на всякие вот эти вот сенокосилки передние, задние. Но главное, что за первоначальный контракт мне заплатят денег, да, за то, что я убираю траву у соседа. И мой план в том, что зарплата за тот контракт перекроет, получается, аренду вот этой техники, которую я здесь, соответственно, вкладываюсь. Соответственно, производство будет мне выходить в ноль, а может быть даже в плюс. Ну и главное то, что мне получится собрать достаточно много сена для моих овечек. Мой рабочий закончил делать прямые ровные линии для того, чтобы я смог их стюковать. Вот, поэтому я отправляюсь сейчас на это поле тоже с помощью, соответственно, наймита. Да, он сам туда доедет. А мне пока что нужно еще задуматься о том, во что собирать траву на моем собственном поле, потому что есть вот такие тележки, но, к сожалению, в них я не смогу хранить траву достаточно долго, потому что за аренду придется платить. Также переплачивать за большие штуки мне не хочется, но вот есть такая вот маленькая, да, небольшая тюкосборщик, который собирает маленькие тюки, но к нему нужна еще одно приспособление. Я, в общем, решил попробовать на самом деле. А в чем будет разница, да, между использованием дорогой техники, то есть насколько она удобнее, да, если я буду использовать, например, вот такой вот маленький тюкосборщик. Поэтому я предлагаю объявить время экспериментов. Начинаем мы, конечно, с большого поля и с топовой техники. Ну и предлагаю вам заценить, насколько это получается кайфово. На самом деле у этого способа есть один небольшой минус, то что у тюковщика нет встроенной вот такой вот обматывалки, поэтому мне приходится еще дополнительно самостоятельно подъезжать трактором к каждому тюку и вот так вот его заматывать. Пока что я замотал только лишь несколько тюков, потому что мне хочется понять, а сколько же нужно всего будет тюков сдать, чтобы выполнить контракт. Потому что обычно, мне не нужно собирать всю траву по контракту, достаточно лишь собрать части, и контракт будет выполнен на 100%. Сейчас он у меня выполнен на 20%, и поэтому я отправляюсь сразу сдать
первые 10 собранных тюков, чтобы, соответственно, понять, на сколько процентов будет выполнен этот контракт. Значит, мне зачлось тут 17%, да, и теперь мне нужно посчитать. Значит, если 10 тюков это 17%, то чтобы найти, сколько будет 100%, я 10 умножаю на 100, делю на 17. Получается где-то 59 тюков. Соответственно, на тюкоподборщике я отправляю сейчас забирать все оставшиеся тюки с поля. Здесь они так прикольно складируются в автоматическом режиме, что достаточно удобней, чем вручную грузить это все на мой пикапчик. Ну и получается, что в один тюкоподборщик влезает 14 целых тюков. Ну еще я там один закинул сбоку с краешку. Вроде не вываливается, так что можно нормально перемещаться. Ну и проверим наши подсчеты. Соответственно, если я разгружаю здесь 15 тюков, то мой контракт получается выполнен на 44%. Но в целом мои расчеты оказались верными. Ну, поэтому сейчас с спокойной душой я могу погрузить тюки с травой, чтобы отвезти к себе на базу. Мало ли, может быть, они потребуются. Вот, может быть, и не для овечек, может быть, для каких-то других животных в будущем. Ну и на самом деле работать на тюкоподборщике достаточно удобно, потому что все это в автоматическом режиме, да, собираются в такие цельные кучки, что достаточно клево выглядит. А самое главное, что я смогу все это дело хранить все на базе в таких вот ровных стопочках. Еще я решил убедиться, можно ли кормить овец травой. И действительно, да, у овец, получается, есть два вида корма. Это сено и трава. Правда, в магазине продается только сено, поэтому вначале я был в замешательстве. Следовательно, эти кучки травы, которые я собрал для себя на базу, тоже мне пригодятся в будущем году. Мне осталось тут собрать оставшиеся тюки, замотанные в силос, чтобы их отвезти. Ну и по факту у меня остается еще несколько тюков силоса, которые не нужно будет сдавать по контракту, и я их смогу в будущем продать. Ну и вот последний тюк мы с вами сдали по нашему контракту, и он у нас считается выполненным. Закрывать его, конечно, не буду, потому что мне еще техника от контракта пригодится на моем личном поле, поэтому сейчас мы берем технику для того, чтобы собрать всю траву на нашем поле в ровные полосочки и приступим к продолжению нашего эксперимента. Посмотрим, насколько же удобно мне будет работать на более дешевой технике. Скажу сразу, это было непросто. После сбора этих маленьких тюков я сразу же понял, что это получается вообще жесткая жесть. Тем более мне здесь нужно еще будет эти маленькие тюки спрессовывать в один большой тюк. Благо у меня остался от контракта еще трактор моего соседа, на котором я смогу здесь собирать эти маленькие тюки. Но тоже, смотрите, получается поле какого размера у меня сейчас, да, и какого размера было поле у моего соседа. Соответственно, по времени я собирал маленькие тюки, наверное, в 1,5 раза дольше. Здесь мне приходится ехать очень медленно на этом тракторе, чтобы вот этот тюкоподборщик маленький, да, не наезжал на эти тюки, поэтому здесь средняя скорость получается около 3 км в час, и все равно, видите, то есть я еду, и своей лапкой он как бы заезжает на эти маленькие тюки, плюс еще нужно останавливаться, выгружать эти тюки. Ну, в общем, времени здесь потребовалось гораздо больше. Иногда приходилось даже вот так вот вылезать в ручном режиме и их закидывать прямо внутрь. На самом деле мне будет очень приятно, если вы оцените мои старания лайком, потому что я думаю, что вы смогли почувствовать эту боль. С удовольствием продаю это поле с сеном, которое мне, в принципе, и не особо нужно. И следующие поля я уже буду собирать на нормальном тюкоподборщике. Конечно, здесь я буду тратить немножко больше денег на аренду, но постараюсь за пределы моего бюджета также не выходить, то есть все равно, чтобы я остался в плюсе. Вот, поэтому эти тюки с сеном мы сейчас быстренько соберем, отвезем к нам на базу, ну и оставшиеся поля будем уже косить просто косилкой и сразу собирать это все дело в тюковщике. Второе поле, которое я купил, на самом деле достаточно удобное, но только если не ставить здесь рабочего, а делать эту работу самостоятельно, поскольку здесь два поля нужно проходить, как бы сказать, одним проходом.
Вот. Ну и я совершенно не расстроился, то, что заплатил больше денег за вот этот тюковщик, потому что здесь не нужно нигде останавливаться, тюки ползут сами друг за дружкой, и здесь просто нужно проехать, собрать всю эту траву. Продав второе поле, я покупаю третье на оставшиеся кредитные средства. Ну и сейчас быстренько его соберем и посмотрим, сколько же всего травы мне удалось собрать, а главное посчитаем, насколько времени мне хватит этой еды для моих овечек. Напомню, что с поля моего соседа мы собрали 14 тюков по 6000 литров, и это выходит на 84 тысячи литров. С первых двух полей я привез 16 тюков, где-то в среднем на 130 тысяч литров. И вот последняя доставочка, тут с последнего поля собралось всего лишь 9 тюков, и вместе это получается около 60 тысяч литров. Если считать чисто по цифрам, да, то за контракт, минус аренда техники, минус зарплата рабочему, я остался на минус 6 тысяч, но у меня еще остался силос, который можно будет продать в январе. И при этом у меня еще 274 тысячи литров травы, которые хватит для моих овечек, ну, год на 3 точно. Ну а теперь давайте перейдем к проблемам на моем производстве. Сейчас на второй предельне у меня категорически не хватает шерсти, то есть производство производит недостаточно ткани, которая потом преобразуется в одежду, и с одной овчарни, в принципе, шерсти мне не хватает. По идее, одна овечка приносит 42 литра шерсти в месяц. Поэтому я ставлю вторую овчарню, чтобы в сумме у меня получилось 130 овечек. И в месяц это получится в районе 5500 литров шерсти. Но проблема в том, что новые овечки, которые привезены на мою ферму, сначала должны восполнить свое здоровье. Для этого их нужно плотненько покормить. А только через некоторое время, через полгода, они выйдут на нужные мне показатели. Поэтому, отправляясь спать в следующем месяце, я обязательно должен буду замерить, сколько шерсти у меня получилось. И как вы можете видеть, чуть больше 1000 литров с первой овчарни и 700 литров на второй. С каждым месяцем эти показатели будут расти, так что мы будем следить с вами за этой динамикой. Пока запоминаем, что на второй предельне у нас остается 1754 литра шерсти, а также в ателье скопилось 1800 литров одежды. В следующем месяце шерсти потратилось почему-то меньше, чем было запланировано, но в овчарнях шерсти прибавилось, как я и предполагал. Меня очень смущает то, что шерсти в предельнях тратится меньше, чем нужно по расчетам, да, то есть вот остатки у меня есть большие, но, соответственно, они полностью не расходуются, а из-за этого, соответственно, и одежды производится меньше. Запомнив прошлые показатели, сейчас давайте пропустим еще один месяц и посмотрим, насколько это все поменялось. По факту на первой предельне шерсть уже закончилась, но зато по расходу хлопка я вижу, что на первой предельне хлопка потрачено больше. А значит, при совместном производстве на двух предельнях у нас их общее количество произведенной ткани уменьшается. Но получается, мои все расчеты предыдущие были неверны. По факту мне нужно перестраивать производство, либо добавлять еще новых пределен, либо же уменьшать количество моих ателье. Но чтобы мои новые расчеты были максимально точными, мы еще пройдем несколько месяцев экспериментов. Сейчас мы отключили производство из шерсти в первых двух предельнях, и получилось, что хлопок тратится ровно по моим расчетам, ткани производится столько, сколько и должно быть. Значит, мне осталось только замерить, сколько производится ткани при работе двух совместных производств на одной предельне, чтобы понять, насколько это будет выгодно для производства моей одежды. Со всеми этими экспериментами я чуть не упустил месяц сбора хлопка, но в данный момент у меня кредита не хватает на то, чтобы купить новые поля, поэтому в следующий год мы будем жить на остатках того хлопка, который у меня осталось с прошлого сбора, ну и, соответственно, прибавление овечек, я надеюсь, даст мне какой-то плюс. Вот есть маленькое поле, конечно, здесь рядышком, но оно не стоит затрат на аренду комбайна, чтобы его собирать. Ну а теперь нужно посчитать сухие цифры. Для начала мы подождем, пока вся произведенная ткань распределится в ателье, для того, чтобы отключить это распределение, и посмотреть по факту, сколько ткани производится из двух производств. И четко записать количество шерсти и хлопка, которые есть на этой предельне. Вторую предельню я оставил в режиме распределения, чтобы не терять все-таки производство одежды, чтобы все равно быть хоть в каком-то плюсе. Замеры я должен делать ровно за сутки, так как все производство у меня рассчитано на 24 часа. То есть это прошедший месяц. Поэтому мы сейчас немножко промотаем еще время, чтобы получить точные цифры. По итогу у меня за месяц шерсти было потрачено 1443 литра.
хлопка потратила 1442 литра, и ткани при этом произвелось чуть больше 1500 литров. При этом, если производить ткань только из хлопка, то получается на 146 литров больше. А если производить ткань только из шерсти, получается на 142 литра меньше. Итого, если у нас предельня работает из двух производств, то мощности этих производств падают ровно на 50%. Печальные получились выводы, но что поделать, зато у нас сейчас наступил месяц январь, а это значит то, что наши оставшиеся силы можно продать и зафиксировать прибыль от сбора травы. Напоминаю, что у меня осталось еще на моей ферме 270 тысяч литров травы, ну и соответственно я получился в плюсе на 3500 евро. После всех моих произведенных расчетов, я понимаю, что иметь совместное производство на моих предельнях не очень выгодно, поэтому мы поставим здесь еще одну предельню, которая будет работать только лишь на производстве ткани из шерсти. Ну, конечно, одна предельня у меня не будет справляться с таким объемом шерсти из двух овчарин, поэтому первые две предельни я оставляю только лишь на производство ткани из хлопка, а в будущем, когда хлопок этот подойдет к концу, поскольку я его не собирал в этом году, то все три производства у меня будут производить ткани из шерсти. Ну и таким образом два моих ателье должны быть полностью загружены производством одежды на все 100%. Но еще у меня останется запас ткани, для которого я потом смогу еще построить третье ателье. На самом деле я понимаю, что все затраты, которые были в этом году, вряд ли у меня окупятся. То есть в целом я мог даже не вкладываться в это производство, потому что ткани у меня произвелось меньше, чем нужно. Но осталось нам дождаться самой большой цены за произведенную одежду и посмотреть, какую выручку получится сделать в этом году. Как вы видите, мой пикапчик загружен полностью аж в целых 3 ряда. И сейчас мы с вами наконец-то узнаем, сколько же или нет. Не сразу узнаем. Ну и основной вопрос, сколько же денег нам получится заработать за этот год, продав 20 тысяч литров одежды. Ну и как видите, я в плюсе на 200 тысяч. А в целом это неплохие результаты для продолжения развития моего производства. Ведь у меня теперь есть более точные данные, которые я смогу использовать для увеличения производства одежды. В целом, я думаю, что можно было бы купить еще одно поле и засеять его полностью хлопком, для того, чтобы у меня был хлопок круглый год только лишь с моего поля. Также, соответственно, ложиться в технику, ну и увеличить количество ателье, чтобы производство одежды также у меня выросло. На самом деле, на эту серию трачено около 15 часов самого игрового процесса, ну и плюс еще около 20 часов монтажа и голосовой озвучки, поэтому мне будет очень приятно, если вы поддержите эту серию лайком и напишите что-нибудь в комментариях, да, так как для продвижения нового канала, совсем юного еще, можно сказать, канала, это будет очень полезно и будет очень мне помогать. Ну а так, всем вам большое спасибо за просмотр и еще увидимся.